Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Давайте поговорим о том, какие вещи ни в коем случае нельзя позволять окружающим делать с нами. Мы живем в социуме и неизбежно взаимодействуем, невольно оказывая влияние друг на друга. Однако необходимо помнить, что не всегда влияние окружающих бывает положительным. Нашим друзьям и близким кажется, что они дают советы во благо нам, однако сами не замечают, что вторгаются в наше личное пространство и, кроме того, проецируют на нас все свои сомнения и страхи. Окружающие вторгаются в нашу личную жизнь, пренебрегают нами, пытаются манипулировать, вызывают деструктивные эмоции. А самое главное, они делают это лишь потому, что мы сами им позволяем. Вот несколько вещей, которые мы не должны разрешать окружающим делать с нами. Рассматривать нас как запасной вариант. Если человек знает, что такое самоуважение, он не позволит окружающим использовать его как запасной вариант. Знакомые и друзья, которые общаются с нами лишь тогда, когда им не с кем поговорить, должны быть исключены из нашей жизни. Мы обязаны ценить себя и окружать себя только теми людьми, которые также ценят нас по достоинству. Провоцировать нас. Издевательский тон, напоминание о прошлых неудачах, пассивно-агрессивное поведение – все это неприемлемо для уважающей себя личности. Все эти действия лишь провоцируют нас на негативные эмоции, которыми впоследствии умело манипулирует наш собеседник. В жизни и без того много причин для обид и раздражения, так что нужно ограждать себя от подобного отношения. Пользоваться нами. Окружающие могут не замечать тех поступков, которые мы совершаем ради них, до того момента, пока мы не решим перестать это делать. Нельзя позволять людям пользоваться нами, нашей вежливостью, заботой, любовью, не давая ничего взамен. Отношения никогда не должны быть односторонними. Если один из друзей, знакомых, родственников или партнеров только и делает, что отдает, а второй умеет только брать и требовать еще больше – нужно найти в себе силы разрушить такую связь. Самоутверждаться за наш счет. Когда мы замечаем, что человек, с которым мы общаемся, пытается самоутвердиться за наш счет, нам нужно поставить крест на этих отношениях. Попытки самоутверждения говорят о том, что человек пойдет на многое, чтобы выглядеть в глазах окружающих лучше, умнее, сильнее. Те, кто действительно ценит отношения с нами, никогда не опустятся до такого поступка. Критиковать нас. Непрошенная критика – еще одна попытка самоутвердиться за наш счет, которую нужно уметь пресекать. Не думайте, что человек, критикующий без спроса, хочет для нас лучшего. Скорее всего, он просто думает нанести удар по нашей самооценке и показать, где наше место. Всех непрошенных критиков нужно послать как можно дальше, даже не пытаясь выслушивать их оправдания. Обесценивать наши эмоции. Одна и та же ситуация может восприниматься двумя людьми совершенно по-разному. Для одного это будет небольшая неприятность, о которой он тут же забудет, а для другого это может быть катастрофа вселенского масштаба, которая без преувеличения наложит отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Люди, которые уважают чужие чувства, никогда не станут их обесценивать. Они понимают, что у каждого свой взгляд на привычные вещи и своя болезненная предыстория такого отношения. Вмешиваться в принятие важных решений. Ни мама, ни папа, ни любимый человек, ни лучший друг, ни тем более малознакомые люди не должны вмешиваться в принятие жизненно важных решений. Где жить, с кем спать, кем работать – это только наше дело. Мы взрослые люди и сами несем ответственность за себя и свои решения, поэтому хватит позволять кому-то другому решать за себя. Втягивать нас в бессмысленные конфликты. Споры отнимают у нас много времени и энергии, не приводя ни к какому логическому итогу или договоренности. Каждый остается при своем мнении, осуждая взгляды оппонента и его аргументацию. Умный человек с адекватной самооценкой поступает иначе. Он говорит себе: «Это не стоит моего времени, мне незачем тратить время на этот бред». Заставлять стыдиться себя. Мы не должны стыдиться себя ни в коем случае. Никогда совершаем глупую ошибку, никогда попадаем в неловкую ситуацию, никогда показываем себя не с лучшей стороны.
Никогда не ошибается только тот, кто стоит на месте и не пробует ничего нового. Испытывать стыд нормально, но позволять окружающим людям провоцировать это чувство в себе непростительно. Ругать нас за наши ошибки. Человеку свойственно ошибаться, и если окружающие люди постоянно напоминают нам о том, что мы допустили промах, ругают нас за это, заставляют сомневаться в себе, то нам пора сменить свое окружение. В такой токсичной среде мы вряд ли можем реализовать свой потенциал и обрести стабильную самооценку. Заставлять отказываться от мечты. О чем мечтать и как в этой мечте продвигаться – это личное дело каждого, в которое не может вмешиваться ни семья, ни любимый человек, ни его друзья. Если кому-то не нравятся наши мечты, это не наши проблемы. Если кто-то хочет заставить нас отказаться от поставленной цели, значит, он не стоит ни нашего внимания, ни уважения, ни любви. Конечно, важно разделять обычные переживания близких о нашем благополучии и желание сбить нас с намеченного курса. Запугивать нас. Когда мы позволяем кому-то запугивать нас, мы даем ему власть над нами. Страх сковывает, и к нему быстро привыкаешь. Поэтому вместо того, чтобы терпеть такое отношение к себе, мы должны дать своим страхам отпор, а заодно избавиться от влияния человека, который таким способом пытается контролировать нас. Лгать нам. Пора прекратить разрешать окружающим людям лгать нам. Все мы заслуживаем лучшего, чем неверный любимый человек, нечестный друг или знакомый, который скажет все, что угодно, лишь бы заслужить хорошее отношение к себе. Мы должны научиться говорить людям о том, что не будем терпеть их ложь, обличать их или хотя бы просто уходить молча, не позволяя лгунам придумывать себе отговорки. Навязывать нам свою точку зрения. Сколько людей, столько и мнений. Но некоторые люди почему-то считают, что их позиция единственно верная. Поэтому они всячески пытаются навязать нам свою точку зрения. Хватит выслушивать аргументы из вежливости, соглашаться с чужим бредом и верить словам окружающих, которых никак нельзя доказать. Мы должны формировать ко всему свое отношение, а не копировать чужие убеждения. Говорить о том, что мы чего-то не заслужили. У тебя просто родители богатые. Тебе просто повезло. Ты просто вовремя начал этим заниматься. И еще тысячи подобных оправданий нашего успеха мы слышим в течение всей своей жизни. Если сталкиваться с этими завистниками ежедневно, в конце концов можно поверить в то, что мы не заслужили своих достижений. Мы должны понимать, что в человеке говорит его зависть, а не здравый смысл. Сливать на нас весь свой негатив. Позитивное мышление – это выбор. Это выбор мудрого человека. Будьте достаточно мудрым для того, чтобы максимально избавиться от токсичности в своей жизни. Негатив не стоит ни вашего времени, ни сил. Заставлять нас ненавидеть. Ганди однажды сказал: принцип око за око сделает весь мир слепым. Как бы подло человек не поступил по отношению к вам, не нужно его ненавидеть. В вашем сердце не должно быть места для ненависти. Отвечая подлостью на подлость, вы только причините себе еще больше боли. Начиная ненавидеть кого-то, вы начинаете копать две могилы. Одна из них предназначается для вашего врага, а другая для вас. Убеждать нас в том, что для счастья нам чего-то не хватает. Способность проявлять благодарность за то, что имеешь, это первый шаг на пути к счастью. Будьте благодарны за то, что у вас уже есть. Благодарите даже за самые незначительные мелочи. На самом деле их присутствие в жизни много значит для вас. Вы заслуживаете того, чтобы в вашей жизни были хорошие друзья, которые могут оценить вас по достоинству и не оставят в трудную минуту. И напоследок запомните несколько истин. Самый храбрый тот, кто извиняется первым. Самый сильный тот, кто прощает первым. Самый счастливый тот, кто первым делает шаг на пути к примирению. Эти три правила работают всегда. Конечно, вы не можете контролировать поведение окружающих и не отвечаете за их поступки, но вы вполне способны не позволять их поступкам влиять на вас. Вы способны сделать так, что они не будут вас ранить.
Помните, вы и только вы решаете, кто будет частью вашей жизни, а кого вам лучше отпустить. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, и не забудьте подписаться на канал. А я благодарю вас за лайки и репосты. До новых выпусков. Пока-пока.